Иравот – небольшое поселение на юге Израиля. Расположено в северо-восточной части долины Арава и находится под юрисдикцией регионального совета Центральной Аравы. С 1967 по 1980-е годы функционировала как кибуц. В 2019 году в нем проживало 54 человека. Это место обширного археологического комплекса, известного как крепость Тамар или крепость Хацева, которая датируется X веком до нашей эры. Период объединенной монархии Первого храма. Первоначально это было место расположения полицейского участка Ин-Хусуп во время британского мандата в Палестине, а в 1948 году это место было освобождено армией обороны Израиля. Деревня Иравот была основана в 1967 году в безлюдной местности, за исключением небольшой военной базы и придорожного кафе по дороге в Эйлат. В 2018 году был одобрен план строительства 250 единиц жилья. Иравот расположен к югу от Мертвого моря и к юго-востоку от Димоны в долине Арава, засушливой равнине, расположенной ниже плато Негев, и к югу от Иорданской рифтовой долины в пределах более крупной Великой рифтовой долины. Поселение примыкает к блоку сельскохозяйственных деревень Ин-Хацева на противоположной стороне шоссе 90 недалеко от границы с Иорданией и находится в пределах границ регионального совета Тамар. В период его существования, признанного правительством как кибуца, его официальное население составляло 30 человек, и это была самая маленькая община в Израиле. Община расположена недалеко от библейского места Тамар и к западу от перекрестка Хацева. Впервые обнаруженная и задокументированная Алаисом Музелем в 1902 году, римская крепость была идентифицирована во время путешествий Фрица Франка по региону в 1932 году. В 1934 году Нельсон Глюк определил это место как набатейский караван-сарай, захваченный римлянами, но истинное значение этого места было отмечено Бенджамином Мазаром и Михаэлем Авийоной, которые в 1950 году обнаружили черепки периода Первого храма. В 1960-х годах Йоханан Ахарони впервые предположил, что это место может быть тем же самым, что и Тамар из книги Иезекииля и Тамара Евсевия Кесарийского. Первые спасательные раскопки состоялись в 1972 году под руководством Ахарони и Рудольфа Коэна, но большую часть работы выполнили Коэн и Галь Исраэль и недавно Тали Эриксон-Джинни после участия «Цветущей розы» в партнерстве с Израильским управлением древностей, Еврейским национальным фондом и региональным советом Тамар в 1986 году. Известная в дополнение к Тамар как крепость Хацева или альтернативно идентифицируемая Соломоновым Тадмором, это место имеет 6 слоев, которые указывают на раннее израильское, набатейское, эдомитское, римское и раннее арабское заселение. Оно включает в себя 1000-летнее тенистое дерево и самый большой полиурус или держи дерево в Израиле. Район использовался для обучения бригад по сохранению объекта перед их работой на месте Масада. Самые ранние останки, датируемые Соломоновым периодом 10 века до нашей эры, напоминают другие современные крепости плато Негев и включают керамику периода Негевита. Негевит также был обнаружен в Тель-Кадиш-Барне и Тель-эль-Хилейфе, начиная с X по VI век до нашей эры. Вероятно, этот уровень был разрушен фараоном Шишаком, как и другие места того периода. Второй слой состоит из очень большого укрепления Железного века, окруженного казематной стеной. Это сооружение периода Первого храма Иудейского царства почти такое же большое, как современные города, такие как Тель-Беэр-Шева, и в 4 раза больше, чем другие укрепленные города Негева, площадью 10 тысяч квадратных метров. Раскопки выявили 4-камерный, обращенный на север комплекс ворот около северо-восточного угла и 3 кладовые, пару зернохранилищ, ров и оборонительную стену. Город, возможно, был построен царем Иудеи Амасией, правителем VIII века до нашей эры, который укрепил Иудейское царство и воевал с соседним Эдомом в Северной Аравии, или его сыном Озией, строительство башен которого в пустыне упоминается во второй книге Паралипоменон. Была найдена третья крепость периода позднего Первого храма 7-6 веков до нашей эры, хотя, поскольку сохранились только фундаменты стен, реконструкция плана этажа была затруднена. Однако была реконструирована восточная стена с 2 башнями, расположенными на расстоянии 14 метров друг от друга. Также была найдена яма, полная битой глины и камня, которые были повторно собраны в 74 культовых сосуда, что указывает на вероятное святилище эдомитян.
Кадильницы, чаши, алтари и человеческие фигурки были обнаружены за пределами крепостной стены на северном крае участка в 1993 году около фундамента небольшого здания, которое, по-видимому, было святилищем. Некоторые из черепков напоминают сосуды, найденные в святилище эдомитян в Хорват-Китмите, примерно в 45 километрах к северо-западу. Круглая каменная печать-штамп, обнаруженная внутри крепости, изображающая двух мужчин в длинных одеждах по обе стороны алтаря, является еще одним указанием на происхождение эдомитян. Находки в яме, датируемые концом VII века, возможно, были уничтожены в ходе кампании религиозных реформ, возглавляемой царем Иосией, упомянутой в книге царств. Свидетельства римского административного и военного присутствия многочисленны, о пересечении дороги благовоний с востока на запад в Газу и дороги с севера на юг к Красному морю, вероятно, сделало ее экономически ценным пограничным форпостом. Планировка римской крепости похожа на другие имперские форпосты в регионе. Официальная латинская надпись, которая датирует несколько крепостей области III века нашей эры, была обнаружена на большой известняковой плите в близлежащих Медведях Етвата. Этот участок был самым большим в этом районе площадью 46 квадратных метров и включал 4 выступающие башни по углам крепости. Артефакты говорят о вероятном разрушении в середине IV века нашей эры, возможно, землетрясением 344 года, хотя он был быстро восстановлен с улучшенным каменным полом и снова разрушен 2 десятилетия спустя, вероятно, землетрясением 363 года. Также были найдены термы и караван-сарай того же периода, и они похожи на термы в Ашкелоне и других в соседней стране. Ряд комнат из более ранней крепости, датируемой 1 веком до нашей эры и 1 веком нашей эры, выявил артефакты, указывающие на набатейское заселение, предшествовавшее римской аннексии. Были найдены монеты с изображением набатейских царей, а также кувшины для хранения и другие сосуды. Слой фрагментов здания раннего периода был обнаружен непосредственно под поверхностью земли вместе с доказательствами фермы, расположенной над остатками римских терм и под современными сооружениями.